Хасики Хюррем Султан стала той женщиной, которая поломала многие привычные традиции Османской империи. Этой женщине удалось то, о чем другие не могли и мечтать. Влюбив в себя своего господина и повелителя Сулеймана Великолепного, Хюррем смогла получить практически неограниченную власть и авторитет. Она была первой женщиной гарема, которая родила повелителю больше одного сына. И если раньше все женщины придерживались традиции «одна наложница, один сын», то Хюррем решила по максимуму упрочнить свое положение и родить султану 5 сыновей и 1 дочь. Один Шехзаде, правда, не дожил до зрелости, скончавшись в младенчестве, зато остальные выросли и повзрослели. Наверное, такое положение вещей и стало причиной того, что между родными братьями возникло острое напряжение, со временем перешедшее в кровавую вражду. Но здесь имеются в виду только Селим и Баязид, второй и третий сыновья Хюррема Сулеймана. Самый старший сын Мехмед вырос очень порядочным и воспитанным молодым человеком. Именно его в обход старшего сына Махидевран Султан хотели видеть на троне Хюррем и Сулейман. Он был всеобщим любимчиком, но преждевременная смерть Мехмеда стала тем поворотным моментом, с которого началась борьба между другими братьями. Раньше в империи не возникали такие ситуации, поскольку сыновья султанов приходились друг другу не родными, а всего лишь единокровными братьями. И хотя они были близкими родственниками, это не мешало им в дальнейшем в борьбе за трон устранять конкурентов всевозможными способами. А уж если один из них добился цели, становился следующим правителем, участь оставшихся в живых братьев была незавидной. Еще Мехмед Завоеватель придерживался мнения, что ради сохранения империи можно и нужно идти на крайние меры, а именно избавиться от всех родственников мужского пола любого возраста, чтобы никто из них не мог покуситься на власть султана. Так что это кровавый обычай существовал много веков, и султаны не брезговали прибегать к нему снова и снова. Конечно, за исключением тех случаев, когда наследник оставался единственным кандидатом на трон. Так вот, сам факт того, что у султана от одной женщины было несколько сыновей, могло стать причиной пересмотра давних традиций и отказ от братоубийственных войн. Но важную роль в этом случае должно было сыграть родительское воспитание. А вот его-то как раз и не было. Рождение стольких сыновей для Хюррем было лишь способом еще сильнее привязать к себе султана и получить еще больше привилегий. По-настоящему она любила лишь Мехмеда, своего первенца. Когда же он умер, Хюррем пришлось переключить свое внимание на других сыновей. Но к тому моменту они уже стали взрослыми, то есть они росли, взрослели, становились мужчинами, но без участия обоих родителей в их жизни. Султан отдавал все свое время управлению государства и расширению его границ. Хюррем же посвящала свое время интригам, пытаясь избавиться от угрожающих ее положению людей. Так что воспитанием детей занимались доверенные люди и чиновники. А это никак не способствовало становлению братской любви. Поэтому вместо родственной привязанности между родными братьями возникло чувство постоянного соперничества. Небольшая разница в возрасте, как и совершенно разные характеры, лишь усугубляли положение. Когда же Хюррем увидела, насколько серьезным стало это противостояние, она попыталась как-то повлиять на сыновей, надавить на них силой своего авторитета, но было уже поздно что-то изменить, привить братскую любовь друг к другу. Все это было необходимо сделать еще в детстве, а когда Шехзаде отправили свои санжаки, расстояние между ними стало еще больше, и не только территориально. Сулейман, видя все это, специально отправил Селима и Баязида в разные стороны от Стамбула, но и тут Шехзаде заподозрили умысел. Селима, как более спокойного и рассудительного, отправили в провинцию, которая находится гораздо ближе к столице, чем санжак Баязида. Такое положение вещей совсем не нравилось третьему сыну. Это автоматически уменьшало его шансы первым успеть в Стамбул в случае смерти отца. К
тому же, подстрекаемый своими приближенными и наставником, Баязид, отличавшийся крайне вспыльчивым и горячим нравом, имел склонность совершать необдуманные поступки. Гордый и справедливый по природе, он был очень похож на своего отца и считал, что Селим недостоин занять трон султана. Поэтому соперничество с братом постепенно переросло в борьбу за справедливость. Селим имел весьма посредственный характер, более поддающийся чужому влиянию и потакающий всем своим неизменным привычкам. К тому же второй сын не очень любил войны и походы, предпочитая уют и комфорт дворца лишением военных походов. Такое поведение, по мнению Баязида, только позорило династию османов. Возможно, если бы Хюррем с Сулейманом больше уделяли бы времени своим детям, то конфликта можно было бы избежать. Но, судя по их поведению, наоборот, складывается впечатление, что они как будто нарочно подталкивали сыновей к противостоянию. Например, султан Сулейман предпочитал брать с собой военные походы Селима, а не Баязида. Руководствовался он тем, что война поможет выработать у Селима нужные навыки и качества лидера, а Баязида он в это время оставлял управлять государством, чтобы выработать у него усидчивость и рассудительность, тогда как обоим Шахзаде такое положение дел было ненавистно. Селим ненавидел войны, предпочитая столицу, а Баязид рвался на войну, тогда как отец никогда не брал его с собой. Такое нелогичное поведение самого мудрого и просвещенного султана кажется довольно странным. А Хюррем, вместо того, чтобы напомнить им о братских чувствах и о том, что они одна семья, где все должны поддерживать друг друга, делает упор на то, что старший всегда прав, без объяснения причин. И вполне естественно, что сыновья, чувствуя обиду за несправедливое решение родителей, вымещали свое раздражение друг на друге, которое спустя годы вылилось в кровавое противостояние, где отважный и горячий нравом Баязид проиграл своему более хитрому и осторожному брату. Не последнюю роль в исходе этой борьбы сыграла поддержка родителей, предпочтя более инертного и управляемого Селима необузданному Баязиду. Хюррем и Сулейман только ускорили развязку давней вражды между родными братьями, хотя, по мнению народа и янычар, Баязид подходил на роль правителя гораздо больше своего брата. Друзья, вы знаете, что сейчас очень тяжелое время для всех. Но сложнее всегда было детям, не простым детям, а особенным, тем, которые остались одни со своей бедой. У них не у всех есть родители, которые могли бы помочь, но чужих детей не бывает. Мы просим всех вас помочь таким деткам и подарить им надежду на жизнь. Каждое даяние благо, будь то 20 или 30 рублей. Для вас это незначительная сумма, а для детей – надежда. В этом благотворительном деле нам помогает благотворительный фонд «Международный орден милосердия», который опекает особенных детей. Всю информацию и ссылки на донат вы найдете в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. Там вы сможете увидеть отчеты, куда уходят все средства. Спасибо вам за ваше добро.